Этот пес обожал воду с самого детства. Стоило ему оказаться у реки или озера, как он забывал обо всем на свете, о еде, об игрушках, даже о любимой хозяйке. Казалось, вода была его стихией, его настоящей страстью. «Не заплывай слишком далеко», — кричала Лора своему псу Уолту, но тот словно переставал слышать ее голос. Он плавал кругами, выискивая палки и другие интересные предметы, дрейфующие по поверхности. Иногда он нырял с головой, разбрызгивая воду вокруг, и выныривал с таким довольным видом, будто только что совершил великое открытие. Лора с улыбкой наблюдала за ним, любуясь его игривостью и беззаботностью. Она привезла его на озеро. Одно из его любимых мест. Пес с удовольствием плескался в воде часами, пока Лора не звала его домой, и каждый раз ему требовалось несколько минут, чтобы наконец выбраться на берег. Лора взяла Уолта из приюта, когда он был совсем крошечным щенком. Его нашли одного на улице без следов матери, он дрожал, был истощен и напуган. Это случилось как раз тогда, когда Лора впервые решила стать волонтером в местном приюте. Она оказалась там в тот самый день, когда щенка привезли. Увидев, как он отчаянно борется за жизнь, Лора была глубоко тронута. Хотя она планировала помочь лишь однажды, она осталась, чтобы ухаживать за ним, окружив его заботой и вниманием. Со временем слабый и пугливый щенок превратился в счастливого и энергичного пса. У Лоры раньше не было домашних животных, но когда щенка выставили на усыновление, она сразу подала заявку. Сотрудники приюта видели, сколько любви она ему дарит, и знали, что щенок уже привык к ней, поэтому согласились. Так Уолт обрел дом, который стал для него настоящим раем. Будучи лабрадором, он был полон энергии, и Лора обожала водить его в парк, чтобы он мог общаться с другими собаками. Он также был преданным защитником и часто вставал между ней и незнакомцами, которым не доверял. Лора смеялась над его охранными инстинктами и ценила его заботу. Но истинная глубина его привязанности открылась ей в тот день, когда он рискнул ради нее жизнью. Однажды солнечным днем она плавала в бассейне на заднем дворе, пригласив друзей на обед. Лора всегда была хорошим пловцом и была благодарна за бассейн. Уолта оставили в доме, где он мирно спал, пока Лора тихо дрейфовала на поверхности воды. Вдруг она услышала громкий лай и увидела, как Уолт прыгает в бассейн впервые в жизни. Он изо всех сил греб к ней, и в его глазах читался настоящий страх. Лора поняла, он думал, что она тонет. Она осторожно подхватила его и успокоила, объяснив, что с ней все в порядке. С тех пор Уолт полюбил воду еще сильнее и всегда следил, чтобы хозяйка не заплывала слишком далеко. Они начали вместе исследовать реки и озера. Уолт становился отличным пловцом, и Лора гордилась им. Каждая поездка к воде превращалась в маленькое приключение. Он первым вбегал в воду, радостно виляя хвостом, и мог плавать без устали часами. Однажды, во время поездки на их обычное место для купания, Лора осталась на берегу, пока Уолт играл в воде. Внезапно он громко залаял и поплыл дальше от берега, явно чем-то заинтересовавшись. Лора пыталась его остановить, но знала, если он что-то задумал, его не переубедить. Она напряженно всматривалась вдаль, пытаясь понять, что привлекло его внимание. Вскоре Уолт вернулся, в зубах он держал маленького котенка. Удивительно, но животное не сопротивлялось, словно понимало, что его спасают. Это был первый раз, когда Уолт нес кого-то во время плавания, и ему было тяжело добираться до берега с такой ношей. Лора вошла в воду и помогла ему. Вместе они вытащили котенка на сушу. Уолт стоял рядом, подталкивая его носом, а когда тот не реагировал, начал нежно вылизывать его и скулить, будто умоляя очнуться. Котенок был еще жив, но очень слаб, его дыхание было тяжелым, а тельце дрожало от холода и истощения. Сердце Лоры сжалось от жалости, и она понимала, что каждая секунда на счету.
Она позвонила знакомому ветеринару, и тот согласился приехать. Однако до его прибытия котенок внезапно проснулся, испугался, бросился к воде и начал тонуть. Уолт снова прыгнул в воду и схватил его, не дав уйти под воду. Вместе с Лорой они вытащили котенка во второй раз, и на этот раз удерживали его крепче, пока он не перестал дрожать. Ветеринар подтвердил, что котенок получил травмы, включая повреждения глаза. Его отвезли в клинику, где вылечили и подготовили к возвращению домой. Уолт нежно попрощался с ним, лизнув его в последний раз, в очередной раз доказав свое безграничное сострадание. Лора угостила Уолта лакомствами, но на сегодня приключений ей хватило. Она сделала несколько фото и выложила их в интернет. История мгновенно стала вирусной, собрав тысячи лайков и трогательных комментариев. Люди восхищались добротой Уолта и даже предлагали сделать его профессиональным спасателем. Лора лишь смеялась, она знала, что он и так спасет любого, кто попадет в беду, просто потому что у него золотое сердце. Спустя несколько дней Лора получила сообщение из клиники. Котенка назвали Сэмом, он поправлялся и вскоре нашел новый дом. Уолт, казалось, понимал, что его маленький друг в безопасности, и стал еще более ласковым и внимательным к людям. Соседи и друзья часто останавливали Лору на улице, чтобы расспросить о героическом поступке ее пса, и каждый раз она с гордостью рассказывала эту историю. По сей день Уолт все так же любит плавать и продолжает дарить улыбки всем вокруг. Каждая его прогулка к воде напоминает о том дне, когда он доказал, что настоящая храбрость и доброта не знают границ. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!